Говорят, что в жизни каждый настоящий мужчина должен сделать 3 вещи: построить дом, посадить дерево и вырастить своего наследника в лице сына. Собственно, со всеми этими пунктами справился мужчина по имени Джош Маршалл уже к своим 28 годам. Но однажды в их дом постучалась беда. 28-летний Джош Маршалл и его 8-летний сын Габриэль проживают в Канзасе, и стоит сразу отметить, что после рождения первенца в семье Маршалл появился еще один настоящий мужчина. Мальчик рос здоровым и крепким и не отходил от отца ни на шаг. Родители души не чаяли в первенце, а Джош уже с раннего детства обучал сына всем премудростям жизни. Многие говорили, что отношения Джоша и Габриэля больше, чем просто идеальные, ведь отец был парню одновременно и отцом, и лучшим другом, и старшим братом. Они все время проводили вместе и вместе же строили планы на жизнь. Но в 2015 году все изменилось, когда родители узнали шокирующую новость. Все дело в том, что после очередного медицинского обследования врачи пригласили Джоша к себе в кабинет, после чего ему сообщили, что Габриэлю поставлен диагноз злокачественной опухоли головного мозга, но шанс еще есть ему. Требуется неотложная операция. Конечно же, это было потрясением для парня и его родителей, но они и не собирались сдаваться, и вскоре Габриэлю была проведена операция, лишь благодаря которой опухоль удалось удалить. Однако хирургическое вмешательство оставило мальчика с внушительным шрамом, который остался на правой стороне его головы и был просто огромным. Думаю, не нужно и говорить, что диагноз, а также боязни самой операции сделали из ранее веселого Габриэля стеснительного ребенка, ведь, глядя на себя в зеркало, он видел лишь один огромный шрам на пол головы, и этот след оставил в душе мальчика неприятное воспоминание, после чего он даже стеснялся выйти на улицу и стал очень закрытым. Напомню, что мальчику было всего 8 лет, и он каждый раз ловил на себе неприятные взгляды зевак. Собственно, скорее всего, мы бы и вовсе не узнали об этой истории, если бы не то, что сделал Джош, чтобы поддержать своего единственного мальчика. Это был самый обычный день, но когда Джош вернулся с работы домой, увидев его Габриэль, и даже супруга застыли на месте, а все дело в том, что на голове у папы красовался точно такой же шрам, как и у сына. Как выяснилось позже, Джошу было больно смотреть на страдания парня, и поэтому он обрил свою голову и решил выразить поддержку больному ребенку, показав, что он теперь не одинок. Мужчина пошел в тату-салон и продублировал шрам сына в виде татуировки. Вскоре фотографии солидарности отца со своим сыном были опубликованы на страничке Facebook, но тогда никто и представить не мог, что простое семейное фото быстро распространится по всему интернету и даже станет неким символом отцовской любви. Тысячи людей во всем мире, увидев фотографии сына с отцом, не могли сдержать слез и писали слова поддержки в адрес семейства, а некоторые и вовсе прозвали Джоша отцом года. К ним даже приехали местные журналисты, чтобы взять у них интервью, однако вовсе не популярность нужно было Джошу, а простое желание помочь своему мальчику. Я никогда и подумать не мог, что эта фотография вызовет такую бурную реакцию в обществе, написал Джош на своей странице Facebook, и забегая наперед скажу, что отцу все же удалось добиться желаемого результата, ведь Габриэль не только перестал стесняться своего шрама и смущаться, но и напротив, гордостью носить его на своей голове, да еще бы ведь рядом стоял его отец с таким же шрамом, который всегда был для парня примером. Говорят, что отцы обычно рады, когда сыновья похожи на них лицом, но не слишком рады, когда они похожи на них поведением. Но в данном случае все вовсе не так, ведь только за успехи сына отец радуется больше, чем за свои. Друзья, а лично вы бы решились на такой ответственный шаг? Да и как в целом относитесь к затее Джоша? Обязательно пишите свое мнение в комментариях, но на сегодня, пожалуй, это все. Оценивайте статью, если оно вам понравилось, и до скорого. Пока. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.